Над вами издеваются, да. Это эко-урна, наверное. Вот им я бы руки бы отрезать и нерпом скормить. Это склад какого-то говна здесь. Ну, просто живодерня. Вот эта деятельность человека здесь, это преступление какое-то. Друзья, всем привет! Сейчас мы с вами перенесемся в удивительно красивые места. Это Иркутская область и наш великий Байкал, одно из чудес России, наверное, всей планеты. Место, которое известно, наверное, действительно по всему миру, и со всего мира на Байкал едут туристы, чтобы увидеть это великое озеро. Мы все любим Байкал, да, мы все очень любим Байкал, и вы помните, недавно злые китайцы хотели построить там завод и качать нашу байкальскую воду. По всей стране были протесты, даже Сергей Зверев вышел на Красную площадь, его судили, его чуть не посадили, он был готов пожертвовать собой ради Байкала, да, мы все любим Байкал, и очень много было возмущений, мне много людей писало, как же так, Байкал не отдадим. Для русского человека Байкал в какой-то степени это даже святое озеро. Это наше все, наш Байкал. А смотреть мы с вами будем не просто Байкал, а поселок Листвянка. Потому что Листвянка это такие, как говорится, ворота на Байкале. Это первый населенный пункт, крупный населенный пункт, куда, если вот вы приехали в Иркутск, прилетели в Иркутск, хотите со стороны вот Иркутской области посмотреть Байкал, вы приезжаете в Листвянку. Там продают омуль, там есть всякие теплоходики, гостиницы, ресторанчики. В общем, это такой вот своеобразные ворота на Байкал, и оттуда уже можно дальше ехать и путешествовать вокруг озера. Так вот, Листвянка, почему Листвянка? От лиственниц. Раньше, кстати, до начала 20 века этот поселок назывался Лиственничная, а потом название оно стало таким более сленговым, и как вот в народе называли Листвянка, так вот сейчас Листвянка и называется. Так вот, я хотел бы с вами поговорить про это место. Ну, потому что вроде бы все Байкал любят, это наше все. И я был уверен, когда я поехал, что я увижу там нечто прекрасное. Тем более, я находился под впечатлением от посещения Норвегии. Я только вернулся из Норвегии, прилетел в Иркутск, это вот было несколько недель назад. И я поехал в Листвянку посмотреть на все эти красоты. И, честно сказать, я охренел. Потому что то, что я там увидел, это не поддается вообще никакому объяснению. Это у меня был просто шок. У меня был шок, и я был готов, как Сергей Зверев, прямо взять плакат и пойти на Красную площадь с требованием обнести Листвянку забором, выселить оттуда всех людей и требовать признать это районом экологического бедствия и чрезвычайное происшествие, потому что то, что там происходит, это действительно чрезвычайное происшествие. Но перед тем, как вам показать, что там происходит сейчас, давайте мы посмотрим, что там происходило недавно. 100 лет назад Листвянка выглядела как-то так, но давайте посмотрим какие-то более свежие фотографии. Давайте, советское время, 60-е, 70-е годы. Это был такой обычный поселок с деревянной архитектурой. Мы здесь видим различные здания с наличниками. Вот аптека, например. Вот магазин, вот какой-то клуб, поселковый совет, первый ресторан, посмотрите, какой вот был ресторан, потом немножко они его расширили. И что самое интересное, этот ресторан есть сейчас, можно посмотреть, так немножко заглянуть в современность и посмотреть, как этот ресторан выглядит сегодня. Вот почта, тоже такое симпатичное здание. То есть Листвянка, как вот мы сейчас с вами видим на фотографиях, это такой обычный поселок. Обычный поселок, но со своей яркой идентичностью. Вот эти наличники, эти деревянные домики, эти там калиточки, заборчики. То есть была какая-то атмосфера. А теперь давайте посмотрим, как это все выглядит сегодня. Мы на машине времени переносимся в наши дни, и давайте мы посмотрим, как это выглядит сегодня. Мы сейчас в Листвянке. Подъезжаем к Листвянке, вот здесь это уже Байкал, а вот буквально в 500 метрах из Байкала вытекает Ангара. Другой берег Байкала это Бурятия, восточный берег, а мы, соответственно, Иркутская область на западном. Вот очередная, друзья, живодерня. Вот видите, они в таких контейнерах выставляют здесь на потеху публики. Ну, приезжают, там, вон, видишь, там издеваются, такие хозосы. Над вами издеваются, да. В клетку вас посадили. И над тобой издеваются. Иди сюда. Живодеры над тобой издеваются. Ну, посмотрите, в какой клетке находится медведь. То есть клетка где-то 2 на 2 метра. И он там еще, вот видите, он не один. Просто жесть вообще. Просто живодерня.
живодерня настоящая. То есть, ну, я не знаю, вот я бы прямо за жестокое обращение с животным, вот по максимуму какое наказание есть. Этих вот сволочей, что так издеваются. Дядя мой колодцы, издеваются над тобой. Издеваются над тобой, да, эти нелюди. Поймали мишку такого, да, поймали и посадили в клетку, издеваются. Ну, такая вот, да, такая вот живодерня. Ну что, друзья, вот он, великий Байкал. И в таких вот красивых местах очень хорошо видно, как мы относимся к природе, к тем уникальным местам, которые есть в России. Потому что, приехав из Иркутска на Байкал, это вот такая вот главная точка, как из Иркутска на Байкал приехать, я вместо красоты вижу какие-то уродливые строения, какие-то замки, недострой, какие-то бесконечные какие-то мини-отели и прочее барахло. Вижу разваленную набережную, и с этим совершенно непонятно, что делать. Все эти бесконечные объявления: сдаю комнату, сдаю домик. Мы часто любим говорить, что у нас природа, какая-то особенная природа, и когда ты спрашиваешь людей, а что хорошего, например, в Иркутске, тебе говорят, конечно же, у нас природа, у нас Байкал. Так вот, природа хорошая, ребята, не у вас в Иркутске, а там, где Иркутска нет, там, где нету людей, где не успели все загадить и засрать. Потому что там, где есть человек, выглядит все это вот так. Куклы советского детства, частный музей, какой-то бетонный сарай недоделанный. Справа когда-то была набережная, но она вся развалилась. Да, ну как-то грустно, фонари покосились. Реклама такси на каждом столбе. Гостиничный комплекс «Натали». Прокат квадроциклов, шаурма, кока-колы вкуснее. Восточная сказка, Али-Баба. Такси, кафе «Берег», кафе «Подкова», уже третье кафе «Подкова», мини-маркет «Бриз», парковка туда. Давайте, друзья, заезжаем. Сдаю домики, рыба, аренда коттеджа, синий забор, красный забор, зеленый забор. Ну, мужики вышли. Такие синенькие они, да, идут. Друзья, вот эта вот спортивная молодежь, она убежала вперед по лестнице прямо к Байкалу. А это мусор. Это эко-урна, наверное. Здрасте. Здравствуйте. Как дела у вас? Нормально. Даже здесь все завалено мусором. Какой-то пиздец. То есть человек реально пожрал и скинул весь свой пакет со всем своим говном, которое у него осталось. Скинул сюда, вниз, на склон. Какие-то больные люди. Я приехал на Байкал, друзья. Сейчас буду наслаждаться красотой. Главное не смотреть по сторонам, потому что по сторонам здесь пиздец. Так, замечательно. А мы сюда спускались зачем? Чтобы посмотреть вот эти вот дворцы, которые свисают тут. Привет, вот это что за херотень здесь? Вот это что такое? Это гаражи для Гаражи для лодок. Потрясающе. Они так вот и должны здесь стоять. То есть это не ошибка. Так, ладно, хорошо. Я вот был недавно в Норвегии. Почему в Норвегии нет гаражей для лодок? Я без понятия. Поверь мне на слово. В Норвегии такой херни нет. Это не гараж для лодок. Подожди, это обман. Это склад какого-то говна здесь, на берегу. Еще не достроили гараж даже. Когда и не достроили, и, судя по всему, труп под этим листом он лежит. Посмотрите, все заржавело уже. Мне нравится, вот человек у нас оптимист в команде есть. Зачем из воды торчат эти гвозди металлические, какие-то штыри, арматура? Здесь какой-то пристань была, откуда пристал, очевидно. Ага, тут была пристань. Можно дальше мы не пойдем? То есть, если вы хотите, вы можете сходить, а я буду идти за вами и ворчать. Тут больше всего меня, знаешь, что вот бесит? Вот эти всякие пидасы, которые пишут на скалах. Вот им я бы руки бы отрезать и нерпом скормить. Вот как так можно? Вот если она нормальная женщина, проскурена, Анюточка, то она должна была этого дебила нахер послать. И сюда с ведром, чтобы он очистил скалу. Любят они. Вова Челяба, 14-й год. Вова, ты идиот. Рита, Нелли, Даша, Валера, Артем, 13-й год. Я недавно был в Минске, наблюдал картину, когда молодой художник, назовем его так, решил оставить на стене послание потомкам. Но был пойман охранником, его заставили со стены все это дело стирать. Он был очень грустным. Видимо, охранник с ним серьезно поговорил и не оценил его творчество. Да, жалко, вот здесь такого нет. Да, вот так вот.
видите, друзья, есть инфраструктура. Хочется сюда приехать и отдохнуть. Столик, кстати, 200 рублей, вот написано. Видите, они продают места, видимо, когда есть туристы есть, они продают места на этих столиках. Ну, кстати, интересно, Кока-Коле не стыдно, что у них реклама вот на таких этих ларьках? Мне кажется, они даже деньги за это еще доплатили. Ну да, мы не в Норвегии. Хотелось бы, конечно, совершенно другого уровня культуры, потому что, когда ты путешествуешь, я не знаю, по Новой Зеландии, по Норвегии, по Финляндии, Исландии, там, Америке, неважно, вот по тем местам, в тех странах, где есть какие-то природные достопримечательности, ты видишь просто, насколько люди деликатно относятся к природе, насколько там все хорошо, порядок, красиво устроено. Вот. Потом приезжаешь на Байкал, на наше все, и видишь какие-то самострой, какие-то ржавые гаражи, мусор. Вот так вот все это выглядит. И вот так вот выглядит центр. Да, похоже на Адлер. Туалеты на замке. Стоимость одного посещения 20 рублей. Эко-бак для раздельного сбора. Вот интересно, раздельный сбор здесь в чем заключается? При том, что бак-то там один внутри, и еще перекрыто этими. Видим, чтобы не кидали. С эко-баком что-то пошло не так. Здесь эти прямо на берегу вот построили какое-то говно. Приезжают катера туристические, Ага. и здесь зазывалы громко, там микрофон на всю Листвянку, музыка громко играет, там экскурсии для ребенка бесплатно, со взрослым там 500 рублей. Фотография на память успевает к нам на борт час. Прогулки 500 рублей. Все развалено, ни дорожек нормальных, ни хрена нет. Ну, просто, видите, вот с каждого метра выкачивают бабло. И вообще все равно, как это выглядит. То есть урвать с туристов, и все. Туалет находится в конце рынка. А это рынок, оказывается. А я думал, беседки. Смотрите, какое количество здесь рекламы. То есть мало того, что ты платишь 200 рублей в час за эту вот беседку, здесь у тебя еще вот купи здесь, кедровая банька, вместе вкуснее, такси, доставка блюд китайской кухни. И вот так сидишь через рекламу, любуешься на Байкал. Это все, конечно, очень хреново. На самом деле, я на все это смотрю, и непонятно, что с этим делать. То есть уникальное место. Здесь мог быть классный курортный город. Здесь не стыдно было бы сюда приехать. Но вот видите, такого состояния все это дело довели. Так, это реально такой вот Адлер. Пример совершенно безответственного наплевательского отношения людей к природе. И, конечно, вот все это надо сносить. Просто вообще весь поселок. Переселить отсюда людей. Снести, обнести здесь просто все с забором, чтобы ни один человек в ближайшие 10 лет сюда не появлялся, не приходил. Тогда, может быть, будет какой-то порядок. Потому что вот эта деятельность человека здесь это преступление какое-то. Ну и вы же понимаете, что история от Байкала, она не уникальна. То есть это по всей России такая примерно всегда все одинаково. Если мы говорим про какие-то природные достопримечательности, то везде, где у нас появляется человек, он сразу все уничтожает. Но вот видите, взять и застроить все какими-то этими ларьками непонятными, какие-то кондиционеры, экскурсии. Вот поэтому наши курорты, они не конкурентоспособны. То есть, да, понятно, сюда едут китайцы, сюда едут наши, просто, выбора нет. Но как только будет появляться выбор, конечно, это все не конкурентоспособно. Это преступление, друзья. Вот это вот все, что мы видим, вот это все преступление. Нельзя так относиться к природе, нельзя так все это бесконтрольно застраивать. При этом здесь нет ни одного просто даже приятного места. Здесь нету там ни набережной, ни площади, здесь неприятно находиться, да. Вот видите, они поставили лавочки, чтобы посмотреть на забор и на кучу запрещающей рекламы. Запрещена там швартовка, запрещена, все запрещено. Ты сидишь так вот и смотришь на это. Ну что, друзья, сейчас, мне кажется, самое время посмотреть, как подобные места выглядят в Норвегии. Чтобы ваши глазки отдохнули, чтобы вы хоть немного отвлеклись от этого ужаса и пиздец, который творится здесь, на Байкале. Ну что, друзья, вот что здесь можно сказать? К сожалению, за последние десятилетия мы полностью утратили какую-то вот локальную идентичность места, да, мы утратили полностью историю. Непонятно, вот мы с вами ездим по Норвегии, да, и мы видим церковь, там исторический домик, еще что-то. Да, конечно, есть новая архитектура, но она не пытается уничтожить все старое.
Даже если мы приезжаем в какие-то супер туристические места. Да, конечно, где-то построят гостиницу, но ее строят там на окраине, или ее строят там в стиле, или реконструируют старые здания так, чтобы они не пострадали, потому что они понимают, что люди едут не просто посмотреть на природу, они еще едут посмотреть на культуру, на быт людей, которые здесь живут, потому что это важная часть места. А теперь у меня возникает вопрос, что видят туристы, приезжающие сегодня в Листвянку? Они видят эти палатки Pepsi, Coca-Cola, все в рекламе, они видят этот самострой, они видят эту дикость. Ну, наверное, действительно, это сегодняшняя наша культура. Но это то, что вот вы считаете, это то, что должно быть на Байкале? Это ради этого мы оттуда так выгоняли китайцев, мы так боялись, что китайцы там построят завод, мы бились всей страной себя в грудь, доказывая, что мы очень любим Байкал, и что за Байкал мы очень любого порвем. Посмотрите, что сейчас на Байкале происходит. Как полностью уничтожили поселок, которому почти 300 лет. Как не оставили вообще ничего. Вы не найдете там ни одного более-менее сохранившегося исторического дома. Там просто все, что можно было уничтожить, там уничтожено, застроили, перестроили. И действительно ли это то, что должно происходить? Я уж молчу про то, что местные жители, они просто считают возможным выкачивать бабло просто из каждого квадратного метра. У них нету ни малейшего вообще, ни грамма нету совести, уважения к природе, уважения к месту. Когда все облеплено рекламой, какие-то эти столы, отовсюду и там играет летом музыка, вот эти вот пробки, везде вот эти платные там какие-то стоянки, жральни, шашлычные, вот это все нагромождение рекламы, этажей, койко-мест, домиков. Это просто какой-то ужас. Я молчу же про эти живодерни. То, что на каждом шагу, там прямо в одной маленькой Листвянке, там, по-моему, 3 или 4 эти живодерни, где они выставляют медведей, где они выставляют диких животных, они пытаются оправдать это тем, что они спасают этих медвежат, они спасают этих бедных медвежат, у них погибла мама, поэтому берем этого медвежонка и сажаем его на цепь, эту маленькую грязную вонючую клеточку, и будем до конца его дней над ним издеваться, прося деньги у китайских туристов. Это что за средневековье вообще? Это что происходит? Ребята, я, если честно, в легком шоке. Я в легком шоке. Нужно уважать себя, нужно уважать природу, нужно уважать место, где вы живете. А то, что происходит в Листвянке, это просто это изнасилование места. Это зона чрезвычайного бедствия. Листвянку нужно обнести забором, выселить оттуда всех людей, признать эту зоной просто чрезвычайного бедствия и оставить лет на 50, чтобы природа взяла свое. Байкал сильный, природа сильная, она зачистит это место от следов человека, и оно будет опять прекрасным. Сейчас это полнейшая жесть. Распространяйте видео, ставьте лайк, колокольчик, вы знаете, что делать. Возмущайтесь, ребят, не молчите, потому что это жесть просто какая-то. Всем пока, завтра в новом ролике я вас жду.